Вот это покупной костюмчик. Была футболка и брючки. Все хорошо, но после стирки подсела по длине и футболка, и брюки. Футболку я удлинила. Как я это сделала, смотрите в правом верхнем углу экрана ссылку на это видео. Сейчас я буду удлинять брючки. От футболки, она была однотонная, шла в комплекте, вот зеленый цвет. Тут осталось немного, я это использую. Я хочу здесь подгиб разложить и пришить манжету вот из этой ткани оставшейся. Для начала мы просто вот эту всю строчку убираем, раскладываем и обязательно проутюживаем. Вот таким образом мы ее разложим и проутюжим. Вот так вот развернула, припуск на шов сюда разгладила. Теперь измеряем размер 21. У меня 21. Умножаем на 2. Это полная длина манжеты. Я сюда пришью манжету, которую выкрою из остатков футболки. Длина манжеты равна длине, ширине брюк плюс 2 припуска на шов. У меня такой размер. Дальше ширина манжеты. Я внутрь вставлю широкую резинку. Нам надо сантиметр припуск на шов плюс ширина резинки. Получилось вот этот размер 3 сантиметра. Надо его умножить на 2. Я добавлю еще сантиметрик. Значит, это 6, еще сантиметрик, чтобы резинка свободно совершенно перемещалась внутри. Когда вставляешь, чтобы она не цеплялась. У меня получилось 7 сантиметров. У меня резинка узкая, 2 сантиметра. Чтобы ткань не смещалась, сейчас я ее наколю. Теперь надо сшить в кольцо, лицевая вовнутрь. Прострачиваем одновременно. Мы по ноге отмеряем размер манжеты. Вот я прям даже не знаю, сколько это в сантиметрах, отмерила на себе. И тоже зашиваем в кольцо. Зашила в круг. Круг, сложила пополам и прогладила. Резиночку тоже сшила в круг. Теперь сразу здесь отмечаем, вот у нас есть шов, и отмечаем середину
детали. Теперь складываем, соединяя этот шов с этим швом. А боковой шов с меткой. И скалываем только внутреннюю деталь. Теперь вот это колечко мы вставляем вовнутрь манжеты. Оно по диаметру меньше, по размеру. И складываем нашу манжету. Вот они, эти контрольные точки. Резинку мы не прикалываем. Резинка свободна внутри. И вот так по всей длине манжеты мы прикалываем к брюкам. Когда мы пристрочим манжету, резинка у нас будет уже внутри. И так по всей длине манжеты. После этого на верлаке пристрачиваем, не задевая резинку совсем. Ну и вот манжета пришиты. Штанишки получилось удлинила на 3 или на 4 сантиметра. Этого вполне достаточно. И получились такие модные шароварчики. Сейчас шароварчики подрезиненные снизу штаны в большой моде. И можно носить дальше, потому что они новые. Единственное, что подсели. Теперь вторая жизнь. Если у вас есть такая проблема, то, пожалуйста, можете воспользоваться идеей.